Привет, друзья и гости международного канала Алга Петербург. Я, Саша Карельский, принес вам свет. Нет, звучит слишком пафосно. Лучше сказать, принес вам знания. Нет, тоже звучит как-то возвышенно. Скажу по-простому. Вы смотрите рубрику «День знаний» на канале Алга Петербург. Поздравляем всех американцев! Димаш открыл неделю празднования по случаю инаугурации 46-го президента Соединенных Штатов Америки. Благотворительное мероприятие организовала Sister Cities International. На праздновании прошло вручение премии Эйзенхауэра 2020 года, которая была вручена Дайан Уорвик. Для меня огромное удовольствие быть на одном мероприятии с той, кем я восхищался с самого детства. Удивительной Дайан Уорвик. Я благодарен не только Sister Cities International, но и прежде всего моим бесценным Dears со всего мира за их любовь, веру и поддержку. С нетерпением жду своего выступления 17 января, запись которого была сделана исключительно и только для этого события. Для меня большая честь представлять Казахстан, его народ и богатую культурную историю, сообщил Димаш в своем Инстаграм. Это сообщение и стало поводом для того, чтобы сделать небольшой фильм о женщине, чьи песни стали классикой и до сих пор радуют слух. Кто готов познакомиться с Дайан Уорвик, садитесь ближе. Налейте себе чайку, мы начинаем. Дайан Уорвик – это элегантность, эстетическое качество, присущее отдельным вещам и людям, сочетание совершенства, изящества и ясности. Печатью элегантности мечено все, чем занимается Дайан Уорвик вот уже несколько десятилетий. Это не мои слова, а одного из почитателей ее творчества. Дайан Уорвик – американская исполнительница, поп-певица, которая прошла длинный и плодотворный путь. В ее исполнении прозвучали первые хиты, написанные знаменитым композитором и пианистом Бертом Бакараком. Американский пианист и композитор, который написал сотни шлягеров для англоязычной эстрады. За свои достижения Дайан Уорвик 5 раз становилась лауреатом премии Грэмми. Певица родилась 12 декабря 1940 года в Ист-Оридже, штат Нью-Джерси. Имя певицы, данное ей при рождении, Мари Дайан Уорвик. Ее семья была очень религиозной, и уже в 6 лет девочка стала солисткой христианской группы. Отец Дайан выступал в роли менеджера группы. Настоящая страсть к музыке у будущей звезды появилась в 1959 году, когда она окончила среднюю школу и стала студенткой колледжа искусств и наук Хартфорда, штат Коннектикут. Во время учебы произошло знакомство Дайан Уорвика и Берта Бакарака. Услышав, как поет Дайан, Бакарак был приятно удивлен, и в результате начинающая певица подписала личный договор на запись песни. В 1962 году Уорвик выпустила свой первый сингл «Don't Make Me Over». Это стало хитом в следующем году. Опечатка на записи привела к случайному названию. Вместо «Дион Уорвик» на этикетке было написано Дион Уорвик. Она решила сохранить новое прозвище и пошла к большому успеху в чарте. Певица обрела значительный успех благодаря песням, написанным Бертом Бакараком. Плодотворной была работа Дайан Уорвик и Стиви Уандера в 1984 году. Они спели дуэтом при записи альбома Уандера «The Woman in Red». Последним музыкальным проектом певицы стало ее участие в создании суперхита «That's What Friends Are For». Это был благотворительный проект Бакарака, для участия в котором он также пригласил значительное количество звезд, таких как Стиви Уандер, Элтон Джон и другие. Для Уорвик исполнение песни принесло очередную премию Грэмми. В 2012 году Уорвик отпраздновала свой 50-летний музыкальный год с альбомом Now. Однажды она объяснила свою популярность журналу Jet, сказав: «Я действительно приписываю это тому, чтобы оставаться тем, кем я являюсь, и не прыгать с корабля, будучи полностью осведомленным о том, что люди привыкли слышать от меня». Don't make me over. Now that I do.
Талант певицы, ее потенциал и желание развиваться позволили ей долго держаться на музыкальной арене. Она не изменяла своему стилю, продолжала творить и радовать слушателей. Получив двойное гражданство, Дайан Уорвик поселилась в Рио-де-Жанейро, где проживает и сейчас. Признаюсь честно, до того, как я услышал новость об участии Димаша и Дайан Уорвик в одном мероприятии, к своему стыду я ничего не слышал о последней. Если вы тоже, напишите об этом в комментариях. Мне будет с кем разделить эту неловкость. Зато я слышал про легендарную Уитни Хьюстон, а она приходилась Дайан Уорвик двоюродной сестрой. Поразительно, правда? Все бы отдал за то, чтобы увидеть на одной сцене Уитни Хьюстон, Дайан Уорвик и Димаша Кудайберген. Жаль, что этой фантазии никогда не суждено сбыться. Ведь с каждым годом из жизни уходят легенды музыкальной эпохи, чей уровень глубины и мастерства превосходит нынешние запросы современного поколения. А иногда и вовсе им непонятны. Как объединить в себе современность, музыкальность и эстетику? Задача не из простых. Но мне кажется, мы-то с вами знаем человека, которому подвластно все. Алга Димаш. Если фильм вам понравился, поставьте лайк, подпишитесь на канал и включите уведомления, чтобы не пропустить важные новости о любимом артисте. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам! Команда Алга Петербург.